Начало дня в тюрьме, завтрак заключенных. Все начиналось с простого звонка, который разносился по коридорам тюрьмы, пробуждая заключенных к новому дню. В тюрьме утренний распорядок строг и неумолим. Завтрак– это не просто прием пищи, а некий ритуал, который дает старт их повседневной жизни. Однако, вопреки распространенному мнению, утренней роскоши здесь не найти. Когда дверь камеры открывается, перед каждым заключенным на подносе оказывается стандартная утренняя порция. Обычно это овсяная каша, сваренная на воде. Без сахара, без масла, лишь немного соли для вкуса. Надо заметить, что овсянка играет значительную роль в рационе, ведь она дешевая, сытна и вполне подходит для поддержания энергичности в течение дня. Иногда в меню попадают простые изделия из хлеба, несладкие булочки или куски тостов. Это довольно банальная еда, но в таких условиях даже простая корочка хлеба обретает новый смысл. Редкость, но к овсянке могут добавить немного варенья или масла, но доступно это не всегда. Заключенные, обладающие чуть большими финансовыми возможностями на счетах, могут позволить себе разнообразить рацион за счет приобретения плодово-овощных консервов в тюремном магазине. А для тех, кто не может приобрести дополнительные продукты, остаются лишь отдельные моменты доброты со стороны друзей по камере или случайности в ежедневных обменах, в которые часто вовлекаются заключенные. Для большинства завтрак, хоть и столь ограниченный, становится неким предсказуемым столпом в их нерегулярной жизни. С него начинается жизнь в тюрьме на этот день, напоминая заключенным о том, что как бы ни была скудна и однообразная еда, день надо прожить. Этот ритуал, хоть и простой, подчеркивает важность пищи и внутреннюю зависимость от нее для поддержания стабильности в суровых тюремных условиях. Что такое тюремный плов? Когда мы слышим о плове, в нашем воображении возникают картины насыщенного вкуса, ароматных специй и красочных ингредиентов. Однако в тюремных стенах обычный рецепт этого любимого блюда приобретает совершенно новый вид. Тюремный плов– это истинное проявление изобретательности. В условиях, где ресурсы крайне ограничены, заключенные находят способы превратить простейшие продукты в нечто, напоминающее домашний уют. Забыв о шафране и нежирных кусках мяса, они обращаются к консервам, лапше быстрого приготовления и обезжиренной тушенке, которую удается раздобыть в тюремных магазинах или по обмену с сокамерниками. Для приготовления тюремного плова требуется в первую очередь изобретательность. На замену любимому зиру и барбарису приходят кусочки сушеного лука и моркови, а в качестве основы используется лапша или даже разветвленная из кусков хлеба база, которую осторожно замачивают и заправляют бульоном из мясных консервов. Все это готовится на самодельных тюремных плитах, металлических кружках, приспособленных для подогрева пищи. Именно благодаря такой адаптации и желанию сохранить ощущение нормальности в суровой среде, этот непритязательный плов стал одним из самых популярных блюд среди зэков. Приготовление плова– это больше, чем просто акт приготовления пищи. Это процесс, который может сплотить небольшую компанию, помочь поддерживать моральный дух и напомнить о жизни за пределами стен. Последний штрих– внесение в этот импровизированный плов доступных специй или консервированных овощей превращает простейшую трапезу в момент удовольствия и победы над обстоятельствами. В итоге тюремный плов символизирует неожиданный креатив и стойкость, возможность создать что-то значительное из самых скромных ингредиентов, имеющихся под рукой. Необычные ингредиенты на тюремной кухне. Погружаясь в тайны тюремной кухни, мы сталкиваемся с удивительными находками, которые заставляют пересмотреть наши представления о кулинарных предпочтениях за решеткой. Первое, что приходит на ум, это то, что на тюремной кухне отсутствуют круассаны и устрицы, но в действительности многие из ее блюд удивительно оригинальны, благодаря использованию самых простых и доступных продуктов. Не имея доступа к пресноводной рыбе или экзотическим фруктам, заключенные находят способы приготовить вкусные блюда из самых обычных вещей. Часто штабелями запасаются пакеты с лапшой быстрого приготовления, которыми можно насытиться или использовать их как основу для более сложных рецептов. Обычная консервированная фасоль или горох могут превратиться в сытный суп или рагу, а сушеные овощи добавляют аромат в каждый съестный шедевр. На первый взгляд, простая мука или рис не кажутся чем-то примечательным, но в умелых руках заключенных они становятся основой хлебных палочек, мучных лепешек и даже импровизированных десертов. В ход идут и сухие смеси для пюре, которые при креативном подходе можно использовать для загущения блюд или создания тестяных скульптур, напоминающих известные блюда. Одним из главных секретов успеха тюремной кухни является способность сделать из ничего что-то. Например, солнечные семечки или арахис могут стать основой для орехового масла, просто размельченного с добавлением растительного масла и соли. Даже пакетики с сахаром или солью, которые не всегда доступны, могут быть обменены или одолжены в обмен на другие ресурсы.
Скорее всего, именно благодаря своей изобретательности и адаптации под условия каждый заключенный превращает тюремную кухню в лабораторию экспериментальных вкусов. Гарниры из консервации, созданные на благо коллективных вечеров, сушеные продукты и даже сладости, показавшие творческий потенциал, разрушат стереотипы о пресной тюремной пище. Таким образом, каждое блюдо — это вызов обстоятельствам, демонстрирующий, как в самых неблагоприятных условиях можно найти гармонию и вкусовой баланс. Роль обменов и бартеров в рационе зэков. Когда дело касается поддержания чуть более разнообразного рациона в стенах тюрьмы, официальное меню далеко не всегда остается последней инстанцией. Именно здесь, в бесконечных коридорах и камерах, процветает культура обменов, где каждая тумбочка, каждый слот для хранения становился настоящим рынком. Заключенные научились максимально использовать доступные ресурсы и извлекать из них выгоду. Как и в любой племенной экономике, бартер выступает не только инструментом выживания, но и своеобразным социальным цементом, укрепляющим связи между теми, кто находится за решеткой. На первый взгляд кажется, что из привычных вещей сложно создать нечто значительное, но зэки научились обменивать простые товары таким способом, делая рацион богаче и разнообразнее. Один типичный день может начаться с сделки, где пакетик лапши быстрого приготовления может обмениваться на консервированную фасоль. В момент, когда кто-то находит консерву, которую он не ест, он отдает ее другому взамен на драгоценные граммы кофе, который ценится как валюта. Простейшие продукты, такие как сахар, соль или растительное масло, могут приобрести особую значимость, определяя вкусовой оттенок блюд и общественное положение внутри замкнутого мира заключенных. Также важную роль в питании играет и определение ненужного для одного продуктом деликатесом для другого. Оставшиеся куски хлеба могут стать редкостью, если они приготовлены особым образом. В тюремной среде такие обмены делают возможным приготовление не только стандартных блюд, но и настоящих гастрономических шедевров, по тюремным меркам изрядных. Способы подкупа и получения продовольственных одолжений определяют дружеские взаимоотношения и создают сообщество, основанное на добропорядочности, хотя и за колючей проволокой. Заключенные становятся кулинарами не по желанию, а по необходимости, искусно сочетая ингредиенты и имея в запасе настоящее чувство взаимопомощи, где каждый предмет находит свое место. Это не просто еда, это стратегии выживания и важный механизм защиты от суровой действительности. Таким образом, бартер в тюрьме — это не только о продуктовой обеспеченности, это разговор о человеческих отношениях, взаимопомощи и умении искать и находить выход из любой ситуации, вне зависимости от того, насколько она сложна и ограничена. Тайные тюремные рестораны. В обыденных представлениях о тюремной жизни часто отсутствует мысль о том, что за толстыми стенами могут возникать настоящие кулинарные оазисы. Однако для тех, кто ищет утешение и разнообразие в суровой среде, появляются своеобразные тайные тюремные рестораны. Феномен, который может удивить даже наиболее подкованных в тюремной культуре. Эти своеобразные ресторанные заведения организуются не в роскошных залах с белыми скатертями, а в узких укромных уголках камер или закрытых зонах просмотра. Здесь, на старых деревянных столах или прямо на полу, заключенные устраивают настоящие гастрономические вечера. Меню этих ресторанов формируется из самой простой провизии, собранной через обмены, покупки в тюремных магазинах и настоящую находчивость. Секреты кулинарных изысков держатся в тайне от надзирателей, и попасть в такой ресторан — своего рода привилегия, которую необходимо заслужить. На заднем плане шуршат бумаги, передают друг другу тайные списки ингредиентов, что может включать в себя скромные консервы, жирные супы из фасоли или даже собственноручно приготовленные десерты из молочной смеси и сдобных хлебцев. И хотя все это выглядит как шутка на первый взгляд, для многих заключенных подобные кулинарные вечера становятся важным элементом поддержания психологического равновесия. Это возможность на мгновение отвлечься от окружающей тьмы и вспомнить, вкусив простые блюда, о мире за пределами решетки. Кухонные взаимодействия в тюрьме превращаются в настоящие кулинарные эксперименты, где, несмотря на скудность ингредиентов, рождается нечто напоминающее домашний уют. Среди важнейших ресторанных традиций — дегустация блюд. Заключенные находят время, чтобы по-доброму обсудить вкусовые качества приготовленных деликатесов, дать поощрение талантам импровизированных поваров и найти свою долю комфорта в суровых реалиях. Каждый вечер за таким столом — это яркое свидетельство стойкости и живости духа людей, обреченных на непростые обстоятельства жизни. Тайные тюремные рестораны становятся живым примером человеческой изобретательности и невозможного искусства выживания через еду. Праздничные пиршества — особые дни на тюремной кухне.
В условиях серых и однообразных будней тюрьмы особые моменты, такие как праздники, приобретают особую ценность для заключенных. Эти дни становятся не только поводом для временного отвлечения от рутины, но и возможностью порадовать себя и своих товарищей чем-то отличным от повседневного меню. Праздничные пиршества в тюрьме– это результат недели, а иногда и месяцев подготовки, что само по себе является важной социальной активностью. Заключенные заранее собирают и обмениваются продуктами, чтобы на день праздника иметь возможность приготовить что-то особенное. Часто именно в эти дни можно увидеть на импровизированных столах такие продукты, которые в обычное время встречаются крайне редко. На праздничных трапезах центральное место часто занимают всевозможные салаты, приготовленные из консервированных овощей и продуктов длительного хранения. Такие салаты часто заправляются не традиционными соусами, а добавленными подручными средствами, чтобы придать им домашний вкус. Простой рецепт становится особенным благодаря принесенному разделенному убористому труду и скрытой радости совместного приготовления. Блюда из мяса на таком торжестве обычно представляют собой консервированное мясо или рыбные консервы, которые ловко приправляются и запекаются. Иногда удается приготовить более сложные блюда из продуктов, купленных с особым старанием в тюремных магазинах. Гордостью любого праздника становится выпечка. Сладости, сделанные своими руками из обезжиренной муки или сухого молока, украшенные конфитюром или заменителем глазури. На праздничном столе ценится любое разнообразие, которое получается благодаря склонности к экспериментам и глубокому пониманию гастрономии среди зэков. Воспоминания о домашних праздниках и традициях вдохновляют каждого на попытку создать в столь ограниченных условиях свое маленькое чудо. Такой быстрой и лаконичной импровизации могли бы позавидовать многие шеф-повара. Заключенные, лишенные связи с внешним миром, не только наслаждаются этими моментами, но и обмениваются историями, укрепляют дух и показывают невероятные навыки адаптации и поддержки друг друга. Пиршества, организуемые в честь важных событий или праздников, напоминают им о важности внутреннего мира и связи между людьми, даже в самых суровых обстоятельствах. Именно благодаря таким маленьким моментам, излучающим человеческое тепло, заключенные находят силы для дальнейшей борьбы, поддерживая друг друга в самых важных актах в своей жизни. Праздничные пиршества становятся напоминанием о том, что даже в тюрьме остаются место и время для объединения и искренней радости, разделенной со своими товарищами. Методы выживания– это еда как ключ к успеху. В суровых стенах тюрьмы пища становится больше, чем просто элементом для утоления голода. Она превращается в стратегически важный инструмент выживания, играя незамысловатую, но центральную роль в поддержании не только физического, но и психоэмоционального состояния заключенных. В условиях тесной изоляции, стрессов и лишений, с которыми заключенные сталкиваются ежедневно, еда приобретает многомерное значение. Это не просто набор калорий или питательных веществ, а скорее якорь, к которому привязывается чем-то большее, чем сами продукты. Это память о доме, утешение и повод для общения. Заключенные, обладая ограниченными ресурсами, вынуждены искать творческие подходы к простым блюдам, превращая ежедневные приемы пищи в ритуал, от которого зависит их душевное равновесие. В результате пища становится неким эквивалентом контроля над собственным существованием в условиях, где многое определяется внешними предписаниями. Способность питаться правильно в этих условиях становится настоящим ключом к успеху. Это означает не только наполнение организма необходимыми витаминами и минералами, но и умение прислушиваться к собственным потребностям в условиях, когда возможности весьма ограничены. Для многих, кто находится за решеткой, создание сбалансированного рациона– это комбинация использования доступных продуктов и постоянного поиска обменных возможностей с сокамерниками. Для кого-то приготовление пищи по собственному рецепту, который напоминает семейные обеды, становится не просто привычкой, а эмоциональной терапией. В процессе приготовления еда лишается статуса обыденного действия и становится своего рода формой медитации, позволяющей погрузиться в себя и забыть об окружении, пусть даже на короткое время. Однако, ключевая составляющая такого питания– это взаимодействие. Совместное приготовление и принятие пищи объединяет заключенных, укрепляя их общение и создавая круг поддержки и по мере возможности безопасности. В таких условиях даже самая простая еда выполняет задачу социального клея, поддерживая дух и укрепляя отношения. Обсуждение вкусов, способов улучшения блюд и совместное творчество делают еду непременной частью тюремного опыта, но в то же время возможностью обрести значимость и эмоциональную разрядку. Таким образом, и в условиях тюремного существования еда становится своеобразным ключевым инструментом, обеспечивая не только физическое выживание, но и психологическое благополучие, столь необходимое для борьбы с угнетающим воздействием окружающей среды. Каждое блюдо– это шаг к выживанию и основание для дальнейшей жизни в замкнутом пространстве.